которые долго общаться с животными, утверждает, что они могут разговаривать без слов. Наука этого пока не подтвердила, лишь косвенно ссылаясь на некоторые эксперименты. Но от людей, живущих и работающих среди дикой природы, охотников, рыбаков и лесников, можно услышать часто совершенно невообразимые истории. Одна из таких историй произошла в Приморском крае. Дело было зимой. Далеко за полночь местный фельдшер мирно дремал в своей кровати после тяжелого трудового дня. Сначала ему показалось, что за окном кто-то ходит. Затем подозрительно задребезжало висящее на краю лавочки ведро. В сильный снегопад и ветер к нему не закралось даже малейшего подозрения, что кто-то может прийти. Через час малая нужда все же подняла его с кровати, а ведь удобства располагались во дворе. Накинув на скорую руку старый бушлат, фельдшер попробовал открытый, но складывалось впечатление, что ее снаружи подперли мешком с песком. Тогда он решил вылезти в оконную раму. Делать это приходилось не впервые, снегопад часто заметал двери и в предыдущие зимы. Выбравшись на улицу, он решил сначала перебороть собственное любопытство и посмотреть причину блокировки двери. Заглянув за угол, фельдшер понял, что путь к отступлению теперь отрезан. Он отказывался верить своим глазам. На пороге лежало огромное живое существо. В полумраке от покачивающейся на ветру уличного фонаря нашему герою показалось, что это тигр. Рассказов об этих больших кошках он слышал неоднократно, но попасть в их лапы здесь, на пороге собственного дома, ему совсем не хотелось. Добежать до спасительного окна было невозможно. Незавидная ситуация, в которой сердце действительно уходит в пятки, адреналин стекает в ботинки, а душа покидает тело. Зверь и человек прекрасно видели своего оппонента, но понадобилось минут число, а то и больше, чтобы началось сближение. Могучее животное зашевелилось, осторожно подкрадываясь к застывшему от ужаса фельдшеру. И вот, уже в тусклом свете можно было разглядеть его полосатую шкуру. Один укус и все. Все оказалось не так просто. Хозяин тайги покорно склонил голову к ногам человека, чего фельдшер никак не ожидал. Сразу стала ясна причина такого поведения. На шее тигра красовался подарок от китайских браконьеров, безжалостно уничтожавших больших кошек в приграничных лесах, предательски. Впиваясь в шею, стальная петля уже крепко вошла в кожу, разрезав ее. Рана была сильно воспалена и загнаивалась. Вопреки рекомендациям знакомых охотников, фельдшер развернулся к тигру спиной, а затем пошел в сторону сарая. Животное покорно последовало за ним, словно они были давно знакомы. Один щелчок кузнечными клещами, и старая проволока разомкнула свои губительные объятия. Процедура по обработке раны была мучительной, но хищник не издал ни звука, он лишь отказывался от еды, принесенную человеком. Когда воспаление спало и рана перестала издавать запах, тигр исчез, сорвав деревянную задвижку ударами лап. С тех пор прошло около 10 дней, и фельдшер уже успел забыть о своих приключениях, все еще опасаясь рассказывать кому-либо об этом. Однажды ночью он снова по привычке решил выйти на улицу, надев свой старый бушлат, но дверь не открывалась. В ту ночь не было снегопада. После первого случая фельдшером руководило уже любопытство, а не страх. На пороге лежала оленя туша, оставленная в подарок за спасение. Это не единственная история благодарности животных, иногда складывается впечатление, что людям есть чему поучиться у них. Человек — это порождение природы, поэтому мы не должны отдаляться от нее и причинять ей ущерб, намеренно уничтожая ресурсы. Лишь бережное отношение даст нам право на будущее.